Привет! С вами СВН Фильм. Вашему вниманию предлагается краткое содержание научно-фантастического ужаса под названием «Вторжение». Фильм начинается с женщины по имени Кэрол, которая в панике ищет таблетки в аптеке. Затем мы наблюдаем крушение космического корабля «Патриот», и это вызвало много разрушений по всей территории США. Люди не хотят прикасаться к обломкам, думая, что они заражены. Кауфман, директор СДС, расследует аварию и заражается. Ночью он возвращается домой. На его лице виден странный клеточный конденсат, пока он спит. Сразу после этого Оливера, который является сыном Кауфмана и его бывшей жены психиатра Кэрол. Сын Кэрол напуган из-за сна кошмара. Кэрол утешает его и дает ему свои таблетки, прежде чем лечь с ним в постель. В следующее утро Кэрол видит документы об опеке и не хочет, чтобы Оливер жил с его отцом. Она разговаривает на эту тему с Кауфманом и пытается убедить его взять на себя опеку над Оливером. Но Кауфман не соглашается с этим. Кэрол подвозит Оливера в школу. Она встречает его лучшего друга, доктора Дрискола, который говорит ей, что большое количество ученых подали в отставку, так как они думают, что крушение шаттла произошло с определенной целью. А Кэрол делится своими проблемами и говорит, что она не хочет, чтобы Кауфман забрал у нее Оливера. Однако доктор Бен дает ей понять, что Кауфман имеет право встречаться со своим сыном. Он высаживает ее в офис и напоминает ей о предстоящем обеде. Кэрол встречает свою пациентку Венди Линк, которая говорит, что ее муж Ричард ведет себя крайне ненормально. Их собака Бобо тоже почувствовала перемену и напала на него. И Ричард прикончил ее. Вел себя крайне бесчувственно. Кэрол прописывает ей новые лекарства и просит навестить ее, если ее муж снова будет вести себя так, как на соседской вечеринке в честь Хэллоуина. Когда Кэрол находит необычный участок кожи на руке Оливера, она отвозит его в больницу доктора Бена, где его коллега доктор Стивен Гальяно осматривает. Далее мы видим, что Кауфман информирует ученых о новом вирусе, распространяющем грипп, который угрожает жизни людей. Он предлагает, чтобы остановить вирус, необходимо провести программу прививки. Затем мы видим, как пара слуг плюет в чай, который подают людям на конференции. Мистер Ланг приходит в офис Кэрол и спрашивает о Венди, которая сказала ему, что навестит Кэрол в этот же день. Затем Кэрол звонит Венди и узнает, что она идет в офис Кэрол и останавливается, когда узнает, что Ричард ждет ее. Она говорит Кэрол, что не может прийти в свой офис и говорит, что будет жить в доме своей сестры в течение нескольких дней, указывая на то, что она хочет держаться подальше от Ричарда. Той же ночью, когда Оливер и Кэрол едут к дому Кауфмана, они становятся свидетелями аварии женщины, которая в панике кричит и предупреждает всех о надвигающейся опасности. Но внезапно ее сбивает машина. Кэрол подходит к телу женщины и сообщает полицейскому, что она хочет дать показания, поскольку она и ее сын были свидетелями всего происшедшего. Но полицейский заставляет ее держаться подальше от этого, говоря ей, что ее вызовут на допрос, если потребуется. Затем Кэрол подвозит Оливера в дом Кауфмана, чтобы провести выходные дни. Она просит его звонить ей почаще и вовремя принимать таблетки. В следующей сцене Кэрол и доктор Бен прибывают на вечеринку, где встречаются с чешским дипломатом доктором Хенриком Беличиком и его женой Людмилой. Позже их знакомят с русским дипломатом Йорышем, который спорит с Кэрол о темной природе людей. Беличик и Людмила обожают Кэрол, и доктор Бен говорит, что они будут идеальной парой. Доктор Бен отвозит Кэрол домой, и они сближаются. Но Кэрол останавливает это и говорит, что не хочет разрушать их дружбу. Позже, когда, возвращаясь домой, Кэрол подвергается нападению со стороны работников отдела переписи, которые пытаются проникнуть в ее дом. Кэрол каким-то образом защищает себя, не позволяя ему пройти. Она внутри и звонит доктору Бену, чтобы он пришел на следующее утро. Он советует ей остаться дома, но Кэрол говорит, что у нее достаточно терпения, чтобы увидеться в тот же день. Пока она в пути, она замечает, как несколько человек в машине как-то странно смотрят на нее. Также видит людей на дороге,
которые, кажется, стоят, как будто они ничего не чувствуют. Кэрол чувствует себя странно и входит в свой кабинет, где обнаруживает, что ее пациенты отменили свои встречи с ней. Затем она звонит Венди, которая давно не навещала ее. Вместо Венди берет трубку Ричард и говорит ей, что Венди спит и позже позвонит Кэрол. Кэрол подозревает, что Ричард, возможно, сделал что-то плохое. Она понимает, что Венди рассказала правду о Ричарде. Он рассказывает в интернете о странном поведении людей, которых она видела до сих пор, включая своего сына и его друга. И она ищет в интернете и обнаруживает, что многие люди заметили такое же странное поведение. И именно тогда ее секретарь Карли, кажется, ведет себя необычно и появляется с чашкой чая. И Кэрол просит ее позвонить Кауфману. Затем ей звонит доктор Бен и говорит, что доктор Гальяно сообщает ей, что участок кожи был осмотрен, и выяснилось, что это спора, которая захватывает мозг во время сна. Она проникает в человеческое тело и перепрограммирует генетический состав. Во время этого расследования Людмила звонит доктору Бену и сообщает ему о странном поведении дипломата Йороши. В следующей сцене доктор Бен, доктор Гальяно и Кэрол появляются в доме доктора Пильцика, где они находят Йороши спящим в кровати с клеточным конденсатом на его теле. Когда Кэрол собирается сфотографировать Йороши, он нападает на нее. Доктор Бен каким-то образом справляется с ситуацией, а Йороши ползает по полу и его рвет жидкостью, и он погибает. Доктор Гальяно решает взять у него образцы крови. Кэрол спешит в дом Кауфмана за Оливером. Она находит Кауфмана на встрече со своими коллегами, которые на нее странно смотрят. Кауфман говорит ей, что Оливер чувствует себя хорошо и находится дома у Джин, и она собирает вещи Оливера. Кауфман и его зараженные коллеги окружают Кэрол, а затем Кауфман объясняет ей, что после заражения она будет такой же, как они. Он говорит ей, что у привитых людей нет иррациональных эмоций, и поэтому они предлагают лучший мир. Затем он прижимает ее к земле и брызгает на нее своей слюной, чтобы заразить ее вирусом. Кэрол каким-то образом выбирается и бросается к дому Джин, где видит, что его мать убита инфекцией, когда она ехала рядом с Кауфманом. Двигаясь на автомобиле, она попадает в аварию и выходит из машины. Люди вокруг начинают бежать за ней, и она каким-то образом убегает и кричит о помощи. По дороге она прибывает на станцию метро и садится в поезд, где наблюдает пассажиров со странным поведением. Она получает видеосообщение от Оливера, который просит ее помочь ему, так как Кауфман куда-то его отвез. Внезапно мужчина в поезде открывает ей, что если она хочет обезопасить себя от инфекции, то ей придется вести себя бесстрастно, иначе зараженные люди нападут на нее. Кэрол каким-то образом выходит из поезда и пытается избавиться от девушки, но люди тоже нападают на нее. На станции Кэрол встречает зараженного мужчину и приканчивает его, прежде чем он успевает напасть на нее. Она выходит на дорогу, где полицейские заставляют людей прививку делать от вируса. Далее неинфицированный полицейский замечает пот на ее лице и просит ее уйти, показывая, что привитые не потеют. Она идет к себе домой и не находит там Оливера. Затем возвращается к доктору Бену в доме Беличика, где доктор Гальяно обнаруживает, что вирус активируется в организме во время сна. Они следят за тем, чтобы никто из них не ложился спать, чтобы защитить себя от воздействия вируса в случае заражения. Доктор Бен решает пойти с Кэрол и найти Оливера, в то время как доктор Гальяно и его помощник планируют добраться до форта Детрик, чтобы найти лекарство от вируса. Как раз доктор Хенрик Беличик возвращается домой с более трансформированными людьми, намеревающимися заразить всех в доме. Прежде чем они смогут атаковать, группа покидает дом. На пути Кэрол и Бен к Венди, копам, заставляющим сделать прививку, она говорит, что заражена, так как спала. Кэрол замечает, что Венди в порядке, даже после заражения, понимая,
что она может быть невосприимчива к вирусу. Они принимают полицейского в машину и прибыли в офис Кэрол, чтобы проверить медицинские записи Венди, где доктор Бен обнаруживает, что у нее было заболевание, поражающее мозг, такое как энцефалит и ДЭМ, которые невосприимчивы к вирусу, потому что ее предыдущие болезни предотвращают воздействие вируса на ее мозговое вещество. Кэрол понимает, что ее сын тоже болел и задается вопросом, не имеет ли он иммунитет к вирусу, поскольку он контактировал с ней даже после того, как был со своим инфицированным отцом. Доктор Бен звонит Гальяно и узнает, что тот прибыл в Форт Детрик, где он и ученые пытаются найти вакцину от вируса. Копы оцепляют часть города, чтобы сделать прививку людям. Кэрол сообщает, что она была заражена Кауфманом, и она боится, что уснет и потеряет Бена и Оливера. После этого доктору Бену каким-то образом удается высадить Кэрол до того, как город будет блокирован, и затем дуэт расходится. Кэрол добирается до станции и садится на поезд до Балтимора. Она встречает Джин, который говорит, что Кэрол притворяется зараженной, однако Кэрол говорит ему, что пытается заснуть одна в туалете. Через некоторое время Джин входит, чтобы проверить ее. Кэрол, по-видимому, удаляет конденсацию ее тела, указывая на то, что вирус активен. Кауфман принимает Кэрол и Джин на станции и отвозит их в дом своей матери. Пока Кауфмана нет, Кэрол получает возможность увидеть Оливера. Он говорит ей, что спал, но все еще не пострадал. Появляется Джин и узнает, что Кэрол притворялась зараженной, чтобы защитить себя и Оливера. Кэрол сбивает Джин с ног и пытается сбежать с Оливером. Кауфман и его коллеги преследуют их, но они прячутся в заброшенном месте. Затем, оторвавшись от преследователей, Кэрол с Оливером находят аптеку, где Кэрол делает несколько уколов и принимает таблетки, чтобы не уснуть. Но сон одолевает ее, и она, преодолевая его, звонит доктору Бену и сообщает ему свое местонахождение. Оливер пытается открыть дверь аптечного склада. Кэрол заходит внутрь одна и находит несколько инфицированных без сознания. Она выхватывает у одного из них пистолет и запирает дверь. Пока Оливер спит, она принимает еще таблетки, чтобы не заснуть, но в конце концов засыпает. Зараженные сотрудники просыпаются и пытаются выбраться. Оливер просыпается от шума и спасает Кэрол, сделав укол. Появляется доктор Бен, но Кэрол обнаруживает, что он тоже заражен. Он пытается убедить ее присоединиться к новому обществу, где нет войны и преступности. Затем он открывает дверь зараженным сотрудникам и показывает, что такие люди, как Оливер, которые невосприимчивы к вирусу, не могут выжить среди них. Кэрол убивает людей, когда они пытаются приблизиться к Оливеру. Она стреляет доктору Бену в ногу и берет Оливера в его машину, на которую в дальнейшем нападает множество инфицированных людей, и в конце концов их подбирает на вертолете и доставляют в медицинский центр, где в дальнейшем создается вакцина. Делаются прививки по всему миру, и чужеродный вирус уничтожается в течение года. Доктор Гальяно обращается к СМИ и сообщает, что те, кто получит прививку, не будут помнить о происходящих событиях. И в финале Оливер и Джин, которые теперь привиты, уходят в школу. Это произошло, когда он читает газету. Мир возвращается к своему нормальному состоянию. На этом фильм заканчивается. Спасибо, что досмотрели до конца.